Канал Валерия Табакова представляет незаконная плата за ремонт в общежитиях Киевского политехнического института, разоблачение и борьба за справедливость. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист. И сегодня я хочу поговорить с вами о важной теме, связанной с борьбой против коррупционных схем в Украине. Моя цель не только защитить свои права и права моей дочери Елизаветы, но и привлечь внимание к системным нарушениям, которые затрагивают многих граждан. Сегодня мы обсудим незаконное повышение платы за проживание в общежитиях Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Я подробно разберу ситуацию, покажу документы, включая калькуляцию, где плата за комнату площадью 22,5 квадратных метра в общежитии номер 3 составляет 8368 гривен в месяц, из которых более 3000 гривен в месяц – это незаконно включенные расходы на капитальный и текущий ремонт. Оплата за одно койко-место 2168 гривен в месяц, включая 859 гривен в месяц за ремонт. Это только часть. Я объясню, почему это нарушение закона, и приглашу вас к совместной борьбе за справедливость против коррупции. Эта проблема касается не только меня или моей дочери, но и тысяч студентов, аспирантов и жителей общежитий Киевского политехнического института. И не только этого вуза. Мы с вами имеем право на прозрачные и законные условия проживания, поэтому давайте вместе разберемся, что происходит и как мы можем этому противостоять. Это видео будет длинным, минут 20. Но я хочу, чтобы вы поняли все детали. Так что устраивайтесь поудобнее и начнем. Ситуация, о которой я хочу рассказать, касается общежития номер 3 Киевского политехнического института по адресу улица Академика Янгеля, 22, где мы с дочерью Елизаветой зарегистрированы. 3 декабря 2024 года КПИ издал приказ номер НАГ/171/24, которым внес изменения в условия оплаты за проживание, коммунальные услуги и эксплуатационно-хозяйственное обслуживание в общежитиях. Согласно калькуляции, утвержденной проректором Сергеем Мандзюком, плата за комнату площадью 22,5 квадратных метра в общежитии номер 3 для сторонних лиц составляет 8368 гривен в месяц, из которых более 3000 гривен в месяц – это расходы на капитальный и текущий ремонт. Для одного койко-места при 4-местном заселении плата составляет 2168 гривен в месяц, включая 859 гривен в месяц за ремонт. И затраты на ремонт таким образом составляют 40 или 50% от всей суммы. Почему это проблема? Согласно пункту 12 примерного положения об использовании общежитий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 20 июня 2018 года номер 498, университет обязан проводить капитальный и текущий ремонт за свой счет. Перекладывать эти расходы на жильцов, да еще в таких объемах, более
3000 гривен в месяц за комнату незаконно, я как юрист не могу оставить это без внимания, ведь это не просто нарушение моих прав, а системная схема, которая затрагивает всех жителей всех общежитий КПИ, и не только КПИ. Чтобы официально обратить внимание администрации КПИ на это нарушение, я подал заявление ректору университета, и вот его полный текст, чтобы вы могли ознакомиться с деталями. Ректору адрес от Табакова Валерия Зиновьевича, год рождения, адрес регистрации, электронная почта, который действует в своих интересах и в интересах своей несовершеннолетней дочери Табаковой Елизаветы. Текст такой, заявление. Уважаемый господин ректор, приказом номер НАГ/171/24 от 3.12.2024 года НТУ КПИ внес изменения в приказ от 28.12.2021 года номер НУ-295/2021 об условиях оплаты за проживание, коммунальные услуги и эксплуатационно-хозяйственные в студенческих общежитиях студгородка КПИ имени Игоря Сикорского, переименовав и утвердив приложение 1 «Положение об оплате за проживание и коммунальные услуги в студенческих общежитиях КПИ имени Игоря Сикорского для всех категорий жильцов в новой редакции». Одновременно приказом номер НАГ/171/24 от 3.12.2024 НТУ КПИ признал утратившим силу приложение 2 к приказу от 28.12.2021 номер НУ-295/2021. Данными изменениями НТУ КПИ определил размеры оплаты за проживание, коммунальные услуги и эксплуатационно-хозяйственные услуги в общежитии номер 3 по адресу Киев, улица Академика Янгеля, 22, где я и моя дочь зарегистрированы. Калькуляцией стоимости проживания, утвержденной 3.12.2024 года проректором НТУ КПИ Сергеем Мандзюком, в перечень видов услуг, за которые взимается плата за проживание, коммунальные услуги и эксплуатационно-хозяйственные услуги в студенческих общежитиях студгородка КПИ имени Игоря Сикорского безосновательно включена услуга по капитальному и текущему ремонтам. Для комнаты площади 22,5 квадратных метра в общежитии номер 3 плата составляет 8368 гривен в месяц, из которых более 3000 гривен в месяц – это плата за капитальный и текущий ремонт. Для одного койко-места при 4-местном заселении плата составляет 2168 гривен в месяц, из которых 859 гривен в месяц – это ремонтные расходы. И они составляют 40 или 50% от суммы за койко-место. Пункт 12 примерного положения об использовании общежитий, утвержденного постановлением Кабмина Украины 20 июня 2018 года номер 498, которое является основанием для положения об использовании общежития студгородка КПИ имени Игоря Сикорского, номер НОД/601/25 от 7.07.2025 года устанавливает, что организация, осуществляющая управление общежитием, обязана обеспечивать за свой счет проведение текущего и капитального ремонтов общежития, его вспомогательных помещений, инвентаря, оборудования, кроме текущего ремонта, переданных в наем, аренду жилых помещений и ремонта жилых помещений, находящихся в частной собственности.
Прошу привести положение об оплате за проживание и коммунальные услуги в студенческих общежитиях КПИ имени Игоря Сикорского для всех категорий жильцов, утвержденное приказом номер НАГ-171/24 от 3.12.2024 НТУ КПИ в соответствии с нормой пункта 12 примерного положения об использовании общежитий, утвержденного постановлением Кабмина Украины от 20 июня 2018 года номер 498. Ответ прошу предоставить мне в электронном виде на электронный адрес. Дата и подпись. Это заявление, друзья, это мой первый шаг в борьбе с этой несправедливостью. Я четко указал на нарушение законодательства и требую исправить ситуацию. Но давайте разберемся, что именно изменилось в новом положении об оплате. Вот ключевые выдержки из документа, который называется «Положение об оплате за проживание и коммунальные услуги в студенческих общежитиях КПИ имени Игоря Сикорского для всех категорий жильцов». Приложение 1 к приказу номер НАГ-171/24 от 3.12.2024. Я зачитаю основные пункты, касающиеся общежитий коридорного типа, таких как общежитие номер 3, где проживаем я и моя дочь, и не проживаем, а прописанный. Сейчас я проживаю за границей. Где прописаны я и моя дочь, и продемонстрирую калькуляции. Положение об оплате за проживание и коммунальные услуги в студенческих общежитиях КПИ имени Игоря Сикорского. В зависимости от типа общежитий, количества и категории жильцов установлены следующие размеры оплаты за проживание, включая услуги по эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию и коммунальные услуги в студенческих общежитиях. 1.1. В общежитиях коридорного типа номер 1, 3, 4, 6 и так далее, и в комнатах коридорного типа общежитий 10, 11 и так далее, студенты КПИ 1 человек вплатит в месяц за койко-место. Если площадь комнаты более 12 квадратных метров, при четырехместном заселении в комнате проживание 401 гривна в месяц, коммунальные услуги 399 гривен. Общая стоимость 800 гривен. При трехместном 1024 гривны, при двухместном заселении в комнате 1473 гривны и при одноместном, то есть когда один человек проживает в комнате площадью более 12 квадратных метров, стоимость 2819 гривен. Эти цифры показывают, насколько существенно возрастает плата в зависимости от количества жильцов и размера комнаты. Но ключевой вопрос, почему в сумму оплаты за комнату, за всю комнату 8368 гривен в месяц, из которых более 3000 гривен в месяц за ремонт, и за койко-место 2168 гривен в месяц, из которых 859 гривен в месяц за ремонт, включены расходы, которые университет должен оплачивать сам. Давайте разбираться с юридической точки зрения. Пункт 12 примерного положения об использовании общежитий, утвержденное Кабинетом министров, четко указывает, что капитальный и текущий ремонт общежитий – это обязанность администрации, а не жильцов. Включение более 3000 гривен в месяц за ремонт в плату за комнату и 859 гривен в месяц в плату за койко-место – это прямое нарушение закона. Как юрист я вижу здесь не просто административную ошибку, а возможную коррупционную схему. Почему? Потому что дополнительные средства, которые взимаются с жильцов
могут использоваться не по назначению. Например, нет прозрачной отчетности о том, куда идут эти деньги, действительно ли они тратятся на ремонт. Давайте подумаем, если каждый житель общежития платит 859 гривен в месяц за ремонт, а за комнату в 22,5 квадратных метра более 3000 гривен в месяц за ремонт, а в КПИ тысячи студентов и других жильцов, то это огромные суммы. Где эти деньги? Видели ли вы масштабные ремонты в ваших общежитиях? Я, например, не видел. Это вызывает подозрение, и я считаю, что мы имеем право требовать прозрачности. И эта проблема касается не только меня или моей дочери. Она затрагивает всех, кто проживает в общежитиях КПИ, студентов, аспирантов, работников, сторонних лиц. Если мы будем молчать, такие схемы продолжатся. Сегодня это плата за ремонт в размере более 3000 гривен в месяц за комнату или 859 гривен в месяц за койко-место, а завтра могут появиться новые услуги, за которые нас заставят платить. Я хочу обратиться к студентам. Вы – будущее Украины, и вы имеете право на достойные условия проживания. Если мы позволим администрациям вузов нарушать закон, это станет нормой, но мы можем изменить ситуацию. Мое заявление – это первый шаг, но я призываю вас присоединиться. Пишите жалобы, требуйте прозрачности, обращайтесь к юристам, если нужно. Моя борьба продолжается. Я подал заявление ректору КПИ и жду ответа. Если администрация проигнорирует мое требование или откажется исправлять нарушение, я готов пойти дальше. Но я не хочу, чтобы это была только моя личная борьба. Если вы столкнулись с подобными проблемами, пишите мне на электронную почту. Мы можем организовать коллективную жалобу, обратиться в СМИ, провести акции протеста. Вместе мы сильнее. Также я планирую обратиться в Министерство образования и науки Украины, чтобы они проверили законность действий КПИ. Кроме того, я призываю студенческие организации и профсоюзы присоединиться к этой борьбе. Давайте покажем, что мы не позволим нарушать наши права. Уважаемые друзья, борьба с коррупцией – это не просто слова. Это действия, которые мы совершаем вместе. Если вы студент, работник или просто неравнодушный человек, не оставайтесь в стороне. Поделитесь этим видео, расскажите друзьям, напишите свою историю. Мы имеем право на справедливость, и мы ее добьемся, если будем действовать вместе. Спасибо, что уделили время этому видео. Если у вас есть вопросы или предложения, пишите мне на электронную почту, подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями. Мы не остановимся, пока не добьемся правды. С вами был юрист Валерий Табаков. До встречи в следующем видео.